Барев народ. В 224 году Парфянское царство прекратило свое существование. На смену им пришли властители Иранского царства, персы-сасаниды. В прошлом выпуске мы уже коснулись того, как армянский царь Хосров II был предательски убит парфянином Анаком, которого подкупили сасаниды. Чудом спасся и был увезен в безопасный Рим сын Хосрова II, маленький принц Тердат. Анак и его семья были убиты за цареубийство, но чудом также спасся и сын Анака, будущий Григорий Просветитель. Он был увезен в Каппадокию. Также мы говорили о том, что положение на политической арене изменилось в 282 году, когда римский император Кар разгромил персов и заставил персидский двор признать протекториат Рима над Арменией. И таким образом подопечный римлян Аршакид Тердат III, это спасенный сын Хосрова II, возглавил армянское царство. Тердат III именно тот царь, который своим решением изменит всю дальнейшую историю и судьбу армянского царства и армянского народа. Сегодня мы поговорим, как повлиял Григорий Просветитель и его семья на принятие и распространение христианства в Армении, о феодальной оппозиции и главных семействах армянского царства и о том, как Армения всеми силами пыталась сохранить свою независимость в условиях, когда сильнейшие царства пытались присоединить Армению к своим территориям. Традиционно евангелизацию Армении приписывают арамейской династии Каренов, которая царствовала в Эдессе, в области Асраэна, до 244 года нашей эры. Согласно этой традиции, правитель Эдессы Абгар V Укама между 4 и 50 годами общался со Христом и в результате принял христианство. Согласно тем же традиционным преданиям, Армению евангелизировали апостолы Варфоломей и Фадей, опять же по просьбе Эдесской династии. Оба апостола были убиты мученической смертью. В любом случае, проповедь христианства стала более активной к концу II века нашей эры. Примерно в 200 году нашей эры ранний христианский писатель Тертуллиан упомянул об очагах христианства в Армении, но окончательно обратил Армению в христианство святой Григорий Просветитель, Григор Люсаворич. По словам Фавстоса Бузанда, Григорий происходил из парфянского семейства Сурен и был сыном того самого предателя Анака. Когда вся семья Анака была убита, Григория тайно увезли в Кесарию Каппадокийскую, где он научился основам христианской веры. И в царствование Тердата III Григорий приезжает в Армению, чтобы христианизировать свою родную страну. Тердат, конечно же, знал, что Григорий является сыном того человека, который убил его собственного отца. И согласно преданию, Тердат III не сразу принял Григория, а преследовал его и даже велел заточить Григория в глубокую яму в замке Арташат. Эта яма называется Хор-Вираб. Предание гласит, что царь таким же образом преследовал и казнил мученической смертью святую Рипсиме, потому что Рипсиме отказалась быть его женой, и царь не вынес этого отказа и решил ее убить. Помимо этого, Тердат III убил также 36 христианских девственниц, в том числе и аббатису Гене. Согласно преданию, за все эти беззакония Бог наказывает Тердата и превращает его в кабана. Чтобы исцелить Тердата, придворные приводят Григория, который в тот момент находился в глубокой яме. Григорий чудесным образом исцеляет Тердата, возвращает ему человеческий облик. Являясь свидетелем этого чуда в своей жизни, Тердат III раскаивается в своих злодеяниях и принимает христианство. Вообще, этот рассказ в какой-то степени заимствован из Библии, из истории пророка Даниила и вавилонского царя Навуходоносора. После своего личного обращения в христианство Тердат III начал обращать в христианство весь свой народ. Вместе с помогавшей ему женой, царицей Ашхен, он собственными руками похоронил на горе Арарат тела святых Рипсиме и Гене,
сжег храм Тира, уничтожил статуи Арамазда и Баал-Шамина, а также других языческих богов. Конечно же, Тердат III столкнулся с большим сопротивлением со стороны народа, которому были очень дороги их древние языческие культы и обряды. Но Григорий Просветитель смог утихомирить это недовольство, потому что земли бывших языческих храмов он отдал христианским церквам, но сокровища этих храмов языческих он разделил между бедняками. Предание, записанное Агафангелом, все же далеко от исторической точности, но представляет для нас интерес. Во-первых, оно показывает, что крещение Армении было сознательным действием и актом царской власти. Во-вторых, мы видим, что многие армянские феодалы и сильные семейства объединились в этом решении вокруг Тердата III. Уничтожив старые святилища национальной языческой религии, Тердат III созвал к себе главных сатрапов, нахараров и наместников земель. Их перечисление впервые позволяет нам взглянуть на структуру армянского общества и на территориальное деление Армении при Тердате III. Первым среди нахараров упомянут князь из рода Ангех из области Дигик, затем князь области Алдзник, носивший титул Великий Бдеашх, то есть командующий в пограничных областях. Также упоминается Тагадыр, иначе возлагатель венца, так как он имел привилегию короновать царей. У Тагадыра было и второе звание – Аспет, то есть генерал конницы. Эту должность обычно несли представители семейства Багратуны. В этом документе упоминается также название других областей и их наместников. И именно благодаря этому списку мы видим, что кроме высших должностей царской власти страны, немаловажными людьми являлись главные феодалы пограничных областей страны. Агафангел сообщает, что Тердат III созвал к себе всех этих высокопоставленных господ и отправил их всех в Каппадокию, чтобы архиепископ Кесарий Леонтий посвятил Григория Просветителя в епископы Армении. После своего посвящения Григорий, вернувшись в Армению, разрушил языческие святилища бога Вагагна и богини Астрик. Григорий основал в Армении монастыри и передал им земли, которые ранее принадлежали языческим святилищам. По словам Агафангела, Григорий созвал всю армию, царицу Ашхен, царя Тердата III и всех высокопоставленных должностных лиц созвал к реке Ефрат и там окрестил. И с тех пор армянская церковь стала получать официальные пожертвования. Царь написал, чтобы каждой церкви дали 4 поля в сельской местности и 7 владений в городах. Так как у армян тогда еще не было своей письменности, Григорий создавал училища для изучения Библии на греческом и сирийском языках. Но сам Григорий говорил проповеди на армянском языке. Посчитав, что он завершил свой труд, святой Григорий удалился от мира и стал жить отшельнической жизнью в пещере Мане. Эта пещера находилась в провинции Даранавик. Тогда помощником Григория стал его сын Аристакес, который в 325 году присутствовал на Никейском соборе. В списке участников он указан как Аристан. Григорий умер в своей келье отшельника в 325 году. Из этой кельи его останки были перенесены в Тардан. Григорий Просветитель был первым патриархом армянской церкви. Таким образом, через принятие христианства закрепился союз между монархией и армянской церковью. Но обе власти, светская и церковная, постоянно сталкивались с вызовами. Если монархия боролась против неподчинявшихся ей феодалов, то христианская религия сталкивалась с остатками язычества в стране. Евангелизация Армении сталкивалась с сопротивлением и сельского населения, и даже некоторых феодалов, которые в своей борьбе против королевской власти были готовы опереться на местное язычество. Но когда римский император Константин перешел в христианство, Тердат III мог считать, что его собственная власть от этого стала прочнее, потому что общая религия означала общие интересы и один и тот же взгляд с Римской империей. Но несмотря на это, Тердату III приходилось нелегко, потому что он вел постоянную борьбу против феодалов в провинциях Тарон, Сюник, Васпуракан
и Алдзнык, которые при любом удобном случае, вообще без колебаний, искали поддержку у империи сасанидов. Мовсес Хоренаци рассказывает, что когда царь Тердат III был в отъезде, глава семейства Сехкуник, который владел уделом в Тароне, поднял мятеж, надеясь на поддержку царя Персии Шапура II. Однако основатель другого знатного феодального семейства рода Мамиконян опередил мятежника и убил его. И в качестве благодарности глава рода Мамиконян получил от Тердата земли побежденного. Именно с этого момента началось величие семейства Мамиконян, к которым мы еще не раз вернемся. То есть мы видим эти постоянные мятежи, которые не могли не ослабить власть царя и церкви. Когда Тердат III умер, его похоронили рядом с телом его друга Григория Просветителя. Вместо Тердата III воцарился его сын Хосров III Малый. Малым его прозвали за его маленький рост. Хосров III находился в полном согласии с новым главой армянской церкви Вартанесом I, который был сыном Григория. Несомненно, и церковь, и царская власть понимали, что им нужно объединиться, потому что против церкви восставали язычники, а против царской власти феодалы. Мовсес Хоренаци рассказывает, что патриарх Вартанес I чуть ли не был убит в христианском храме, созданном на месте бывшего святилища языческого бога Ваагна. Покушение совершили люди, которые продолжали упорствовать в язычестве и идолопоклонстве. Особую ненависть у язычников вызывало то, что языческие капища богов были присоединены к владениям епископов и отданы монастырям. С другой стороны, феодалы и сильнейшие нахарары думали лишь о том, как бы избавиться от царской власти. По словам того же Мовсеса Хоренаци, после смерти Тердата III Деашх Бакур, владетель области Алдзнык, объявил себя независимым. Принять титул царя он не мог, потому что не являлся аршакидом, но и не хотел быть вассалом, поэтому он отделился от конфедерации армян и заключил союз с царем Персии Хормиздом. Но эта семья князей Алдзныка была побеждена верными армянскому царю войсками, которую возглавлял царь Сюника Вагинак. После победы над Бакуром Вагинаку были переданы все владения семейства Алдзнык и его титул. Вдобавок и параллельно с этим в стране разразилась еще гражданская война между семействами Манавазян и Ордуник. Хосров III очень долго пытался примирить эти два семейства и остановить эту междоусобицу, которая просто разрушала страну, но понял, что это невозможно, и поручил восстановить мир третьему феодальному семейству, роду Мамиконян. Поэтому воинственный Ваче, глава рода Мамиконянов, так хорошо исполнил это царское поручение, что просто истребил оба враждующих рода. Часть земель, которая принадлежала этим семействам, была передана церкви. Еще одно крупное феодальное семейство – это род Базнуни, владетели области к северо-западу от озера Ван. Этот род также предал своего царя Хосрова III ради персов. С помощью этого семейства персы смогли прорваться в Армению и дойти до самого озера Вана. Мы знаем, что Хосров III смог одержать победу над персами благодаря двум верным ему феодалам – Ваче Мамиконяну и Вагану Аматуни. И уже по сложившейся традиции семейство предателя было истреблено, а его владения конфискованы. После этих событий Хосров III построил к северу от Арташата новую столицу, город Двин. Возле Двина он велел посадить большой лес, похожий на райские леса персидских царей, и населить этот лес редкими зверьми для царских охотничьих забав. Южнее этого леса был посажен еще один лес под названием Хосровакерт, буквально посаженный Хосровым. В нем и построили царский дворец. В царствовании Хосрова III молодая армянская церковь начала расширяться за пределы территории армянского царства. Григорис, сын Вартанеса I, отправился обращать в христианство иберов и албанов. Но, к сожалению, Григорис был убит мученической смертью князем области Пайтаракана. По словам Мовсеса Хоренаци, этот князь, носивший имя Санатурк, был из рода аршакидов, но не желал отречься от язычества.
убийства. После казни Григориса Санатурк нападает на Армению. Под его командованием на территорию Армении вторглись шайки аланов и других кочевых народов, выходцев из русской степи и Предкавказья. Царь Хосров и патриарх Вартанес были вынуждены укрыться в крепости Дариунг в Араратской долине. Но славный герой Ваче, глава семейства Мамиконян, спас ситуацию. Ему в этом помогли и другие феодалы, такие как Баграт Багратуни, Ваган Аматуни, Мегудак Рештуни и Гарегин Рештуни. Ваче нанес захватчикам поражение в битве возле Вагаршапата, это нынешний Ичмиатин, а во втором бою в области Арагацотен убил Санатурка. К сожалению, после очередного вторжения персов на территорию Армении, армянская армия была разгромлена. Умер главный командующий армией Ваче Мамиконян, которого с тех пор начали прославлять как мученика. Вскоре умер и Хосров III, и патриарх Вартанес, авторитет которого постоянно рос, обеспечил передачу власти сыну Хосрова III Тиграну VII. После смерти самого Вартанеса на престоле патриархов его сменил его сын Иусик. И таким образом мы видим, что рядом с царской династией начинала возрастать и укрепляться династия патриархов. И с течением времени эта власть патриархов стала затмевать даже царскую, что начинало вызывать опасения у монархов. К тому же, жизнь Тиграна VII не всегда была образцово-добродетельной. Один раз патриарх Иусик по какой-то причине запретил Тиграну входить в храм. Это так разгневало Тиграна VII, что тот повелел избить патриарха до смерти. После убийства Иусика оба его сына отказались замещать престол патриарха, видимо, испугались, поэтому Тигран VII назначил на должность патриарха некого родственника Григория Просветителя по имени Парен. Иными словами, царь Тигран поставил на эту должность своего подопечного, которым он мог бы управлять и которого мог бы контролировать. Летописцы называют Тиграна VII жестоким тираном не только из-за его поступков с церковью, но и из-за жестокость по отношению к знати. Этот царь приказал истребить две великих феодальных семьи – род Руштуни и род Арцруни. По словам Мовсеса Хоренаци, Зора, который являлся главой семейства Руштуни, восстал против Тиграна VII во имя преследуемой церкви. Но Зора был покинут своими сторонниками и, оставшись один, решил сдаться царю, уповая на его милость. Но князь не захотел миловать и велел казнить его и весь его род, кроме малолетнего племянника Зоры. Царствование Тиграна VII закончилось драматично и трагично. Персидский сатрап позвал Тиграна на большую царскую охоту. И во время пира, который устраивался после охоты, Тигран VII и его сын Аршак были захвачены в плен. Позже армянскому монарху выжгли глаза раскаленными углями. Это произошло примерно в 350 году. Тиграна VII на троне сменил его сын Аршак II. В 360 году император Констанций укрепил власть Аршака II, дав ему в жены Олимпию, дочь префекта притория Аблабия. Аршак II при своем воцарении вернул свою милость роду Мамиконян, которые при царствовании Тиграна VII впали в немилость и в изгнание. Две главы этого семейства, Ваган и Васак, получили звание спарапет, что равносильно генералиссимусу. Аршак II провел реформу в налогообложении феодалов таким образом, чтобы обеспечить охрану границ государства. Общее руководство охраны этих границ было поручено семейству Мамиконян и Гнуни. В целом, все, что было связано с армией, начиная с запасов оружия, знамен с изображениями, заканчивая непосредственным командованием войск во время войны, все это курировал род Мамиконянов. Этот род славился своим бесстрашием и воинской доблестью. Народ говорил, что само небо передало им военное управление на всем пространстве Великой Армении. Так вот, члены семейств Мамиконян, Гнуни, приближенные их наместники, а также главы ряда великих семейств Армении получали право сидеть за столом царя на подушках и носить на голове почетные знаки. Какой вывод мы можем сделать из этой картины?
картины мы можем четко видеть всю мощь и силу феодальных семейств. И любая попытка царя вернуть положение дел к абсолютной монархии приводила к обратному эффекту, к еще большему усилению феодалов. Параллельно с восстановлением и укреплением феодальной аристократии шло восстановление и церковной. Нерсес, 27-летний внук Иусика, в 353 году был избран патриархом. Нерсес был потомком святого Григория Просветителя по отцу. Также Нерсес был родственником царской монархии по своей матери. Мать Нерсеса была родной сестрой Тиграна VII. Еще Нерсес состоял в родстве с могущественной семьей Мамиконян, потому что до того, как стать патриархом, Нерсес женился на принцессе из этого семейства и имел от нее сына Саака. Когда народ заставил Нерсеса принять сан патриарха, на тот момент он был камергером и советником царя Аршака, то есть был очень близко к царскому двору и к самому царю. Стоит отметить, что в ранней юности Нерсес, так же как и его прадед Григорий, учился в Кесарии Каппадокийской, центре богословия, который продолжал просвещать Армению светом своей учености. Туда же Нерсес поехал и после своего избрания за посвящением в патриархи. Когда Нерсес вернулся в Армению, он собрал синод в своем наследственном имении Аштишат. Там он высказался против определенных языческих пережитков, пытаясь восстановить христианскую дисциплину. Например, он осудил браки между близкими родственниками, которые армяне продолжали заключать под влиянием парфянских традиций. Также он осудил обычай умышленного нанесения себе увечий во время оплакивания усопшего на похоронах. Также Нерсес основал несколько больниц, в том числе лепрозории. Таким образом, власть патриархов, которая вновь обретала свои силы, скоро вступила в борьбу с царской властью. По этой причине Аршак II на время отстранил Нерсеса от должности патриарха и поставил на его место более послушного ему первосвященника. Аршак II на этом не остановился. Спустя некоторое время царь избавился от своего племянника, чтобы получить его жену, красавицу Паранзем. За этим преступлением последовало еще одно злодеяние. Паранзем, которая решила избавиться от своей соперницы, жены Аршака II Олимпиады, отравила ее, приказав добавить яд в святые дары, когда Олимпиада причащалась. Авторы жития святого Нерсеса записали негодование патриарха и проклятие, которое Нерсес тогда обрушил на род аршакидов. Спустя некоторое время Аршак II основал в самом центре государства, в Айрарате, новый город, который назвал своим именем – Аршакаван. Чтобы этот город населить, царь созвал в Аршакаван всех должников, всех обвиняемых в преступлениях, людей, обещая им помилование. Это касалось всех, в том числе и простолюдинов и крестьян, которые были закреплены в владениях феодалов. То есть фактически царь разрешил покинуть владения наместников феодалов. И, естественно, в город начался просто огромный приток беглого населения. Таким образом, идея города представляла собой некий ретро-эллинизм, попытку создать древнегреческий полис. Но в сущности Аршак II хотел укрепить свою власть и сделать ее единоличной. Святой Нерсес выступил против таких безнравственных методов и пророчески предсказал гибель города Аршакаван. Пророчество Нерсеса сбылось. Во-первых, Аршак II нарушил главный принцип феодализма. Вассал моего вассала не мой вассал. Но получалось, что все становились вассалами царя, который мог спокойно вмешиваться в дела и имения нахараров-феодалов. Последние восприняли это в самом негативном ключе. И город Аршакаван с населением примерно в 80 тысяч людей был стерт с лица земли. По версии Бузанда, Аршакаван был уничтожен какой-то ужасной эпидемией, а по версии Хоренаци – войсками нахараров-феодалов.
Если судить по версии Хоренаци, то феодалы снова начали поднимать мощные восстания против царской власти. И в самом деле Аршак II как будто бы начал возвращаться к политике своего отца Тиграна VII и очень жестоко относиться к главам семейств и феодалам. То есть он стремился концентрировать власть в центре. Мы знаем, что Аршак II убил нескольких нахараров, уничтожил их семьи, а их имение забрал в казну. Вся эта ситуация осложнялась тем, что Армении на тот момент сильно угрожали персы. И вот это недовольство феодалов было особенно опасно. Святой Нерсес понимал эту опасность и смог своим авторитетом на какое-то время примирить феодалов с Аршаком. Однако два самых могущественных феодала Меруджан Арцруни и Ваган Мамиконян отказались прислушиваться к советам первосвященника. В итоге они уехали в Персию, были приняты персидским шахиншахом Шапуром II. Там они отреклись от христианской веры и перешли в зороастрийскую веру. Позже мы расскажем, как эти двое были проводниками сасанидской армии в войне против их родной страны. Аршак II укрывался от мести феодалов в крепости Артагерс, которую значительно укрепил. И, кстати, эта крепость сыграет большую роль в последующих событиях. Тем временем, когда царская власть Армении разорвала свои связи с церковной властью и боролась против феодальной оппозиции, между Римом и Персией началась новая война. Теперь эта война несла чисто религиозный характер и определила историю Армении на 2 века вперед. Обе стороны начали искать поддержки у Армении, потому что одним своим географическим положением Армения могла бы сыграть решающую роль в этом военном конфликте. Царь Персии Шапур II и император Констанций II буквально боролись за преданность Аршака II. Они приглашали его к своему двору, тепло встречали, одаривали различными дорогими подарками и с почетом провожали домой. Но сам Аршак оставался верным клятве Риму, потому что его действительно многое связывало с императором Констанцием, в том числе узы благодарности. Когда Констанций умирает, его на троне заменяет император Юлиан, который сразу же организовывает военный поход против сасанидов в союзе с Арменией. Но в одном из сражений Юлиан умирает, и Армения остается без какой-либо защиты абсолютно одна. Дело в том, что когда Юлиан умер в сражении, его на троне заменил Иоавиан в 363 году. Иоавиан согласился на переговоры с персидским шахиншахом Шапуром II и заключил крайне невыгодное соглашение для римлян и для армян. Это был так называемый мирный договор, который предусматривал 2 важнейших условия. Первое – это передача Персии 5 римских областей в Верхней Месопотамии с находящимися там крепостями, а также городов Нисибиса, Сингары и лагеря Мавров. И вторым условием этого мирного договора являлся отказ Рима от какой-либо поддержки Армении. Договор был подписан на 30 лет и подкреплен знатными заложниками с обеих сторон. В результате крайне неудачно сложившейся кампании 363 года Римская империя не просто уступила Персии очень стратегически важные территории, но также и предала своего самого верного и важного союзника – Армению. Армянские летописцы указывают, что в конце своего царствования Аршак II был вынужден со своим спарапетом Васаком Мамиконяном пойти войной против персидских захватчиков. В это же время предатель Меруджан Арцруни повел персов против своей родной страны. На этот раз персы напали на Армению с юга. Они шли со стороны Алзныка и Дзобка, давя мужчин ногами своих слонов и привязывая женщин и детей к дышлам своих колесниц. Персы разрушили древнюю столицу Армении Тигранакерт, а ее жителей увезли в плен. Бузант пишет, что после этого персидского удара многие феодалы последовали примеру Меруджана и покинули Аршака II. Именно тогда главные феодалы областей на южной и восточных границах Армении стали
стали изменниками и объявили себя вассалами сасанидского государства. Эта измена стала еще более преступной и губительной от того, что те, кто ее совершал, были властителями пограничных территорий государства, и их предательство полностью разрушало всю систему обороны страны. И с этого момента Аршак II был обречен. Ему, которого оставили римляне, которого покинули сильные и важнейшие феодалы, оставалось лишь одно – попытаться примириться с персами. Аршак II вместе с верным ему вассаком Мамиконяном отправился к персидскому царю Шапуру II. Шапур отнесся к Аршаку очень грубо, примерно так, как сюзерен относится к вассалу, на которого гневается. Когда Аршак II столкнулся с такой наглостью, он, потомок аршакидов, которые на протяжении 400 лет правили Ираном, не смог скрыть своего высокомерия, с которым он относился к царю из семьи сасанидов, чьи предки были вассалами его предков. То есть мы помним, что аршакиды были правящей династией в Парфии, которые управляли в том числе и над персами. Насчет встречи Аршака II и Шапура II есть распространенная легенда. Она гласит, что Шапур II спросил у своих волхвов, как он может испытать Аршака II и как ему понять, что у Аршака на уме. Тогда волхвы посоветовали Шапуру дать распоряжение, чтобы из Армении привезли армянскую землю и ключевую воду. Волхвы посоветовали Шапуру прикрыть пол наполовину армянской землей и окропить ее армянской водой, и пригласить Аршака в гости и начинать с ним разговаривать. Шапур так и поступил. Он привел Аршака в гости, взял его за руку и повел на ту сторону, где была персидская земля, и задал Аршаку вопрос. «Царь Аршак, почему ты воюешь против меня? Я же люблю тебя как сына и желаю тебе только добра». И Аршак ему отвечал: «Грешен я и виноват перед тобой. Поверил врагам своим и заслужил смерть от руки твоей». Затем Шапур вместе с Аршаком переступил на место, где была постелена армянская земля, и задал тот же вопрос. Но только тут Аршак расправил плечи, поднял голову, и его ответ совсем отличался от первого, потому что Аршак сказал: «Прочь от меня, злодей и убийца! Не прощу я тебе все зло, что причинил ты моей семье и моему народу, и отомщу за всех». И когда они вновь переступали на персидскую землю, голос царя Аршака вновь ослабевал, и он снова признавал свою вину. И по преданию, так царь Шапур испытывал царя Аршака весь день. Как следствие, Шапур велел заточить Аршака II в замке забвения в провинции Хузестан. Аршак очень долго провел в тюрьме в заточении и в конце концов покончил жизнь самоубийством. А верного спарапета вассака Мамиконяна пытали, потом содрали с него кожу, набили его соломой и выставили в замке забвения. Итак, мы видим, что в 367 году Армения оказалась перед смертельной опасностью потери своей государственности. Сильный союзник, защитник Армении, Римская империя, отказалась от нее, заключив соглашение с наследственным врагом Армении, Сасанидской империей. Персидский царь Шапур II взял в плен царя Аршака II, у которого не было даже взрослого сына, наследника престола. А в самой Армении свирепствовала феодальная раздробленность и оппозиция. Казалось, Армения была как спелый плод на дереве, просто незащищенный город, нападай, хватай и бери, что персы и сделали на самом деле. Но все оказалось не так просто, а как развивались дальнейшие события, мы поговорим в следующем выпуске. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь этим видео. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Давайте вместе распространим историю нашего государства. Также, если вы хотите финансово поддержать наш проект, вы это можете сделать, перейдя по ссылке в описании видео и в описании профиля. Спасибо, что были с нами. Мнак Баров.